Приветствую вас, друзья, на моем канале. Сегодня вяжем спицами вот такие пинетки на 6-9 месяцев. Пряжа у меня Alize Baby Best. Спицы буду использовать 2,5 мм. Начнем вязать с подошвы. Для этого я буду набирать обычным классическим способом на одну спицу 41 петлю. 1, 2, 3, 4, 39, 40, 41. Вяжем первый ряд. Кромочную снимаем, не провязывая. Далее накид 18 лицевых. Далее накид 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид 18 лицевых. Накид и кромочную в конце ряда провязываем лицевой петлей. Второй изнаночный ряд на спице 45 петель. Кромочную снимаем, не провязывая. Накиды провязываем скрещенной лицевой, а все остальные петли вяжем лицевыми. И кромочную в конце ряда тоже провязываем лицевой петлей. Для начинающих, кто путается, где лицевая, где изнаночная сторона, вот этот хвостик от наборного края, если он расположен с правой стороны, значит мы смотрим на лицевую сторону. Третий ряд кромочную снимаем, не провязывая. Дальше одна лицевая, и теперь мы будем провязывать прибавление не накидом, а из протяжки. Добавили петельку, далее 18 лицевых. Прибавление из протяжки. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова прибавление из протяжки. 18 лицевых. Прибавление из протяжки. 1 лицевая и кромочную тоже провязываем лицевой петлей. Четвертый изнаночный ряд на спице 49 петель. Кромочную снимаем, не провязывая, а остальные петли вяжем лицевыми. И кромочную в конце ряда тоже лицевой петлей. Пятый ряд кромочную снимаем, не провязывая. Далее 2 лицевые. Прибавление из протяжки 18 лицевых. Прибавление из протяжки 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавление из протяжки 18 лицевых. Прибавление из протяжки 2 лицевые и кромочная лицевой петлей. Шестой изнаночный ряд на спицах 53 петли. Кромочную снимаем, не провязывая, а остальные петли вяжем лицевыми, включая кромочную.
Седьмой ряд, кромочную снимаем не провязывая, 3 лицевые, прибавление из протяжки, 18 лицевых. Прибавление из протяжки, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавление из протяжки, 18 лицевых. Прибавление из протяжки, 3 лицевых и кромочная лицевой петлей. Восьмой заключительный изнаночный ряд подошвы, на спицах 57 петель, кромочную снимаем не провязывая, остальные петли вяжем лицевыми. Девятый ряд, кромочную снимаем и дальше вяжем лицевыми петлями без прибавлений. Нам нужно провязать следующие 4 ряда платочной вязкой, лицевые петли из лицевой с изнаночной стороны по 57 петель в каждом ряду. 9, 10, 11 и 12 ряды. 12 рядов провязано. Должно быть 6 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше я поменяю цвет нити, поэтому розовую отрезаю такой длины, чтобы хватило на сшивание всей подошвы. И продолжу вязать ниточкой белого цвета, резинкой 1 на 1. Тринадцатый ряд, кромочную снимаю не провязывая. И дальше вяжу резинкой 1 на 1, начиная с лицевой. Лицевая, изнаночная. И так буду чередовать лицевую с изнаночной до конца ряда. Четырнадцатый изнаночный ряд. Продолжаем вязать резинкой 1 на 1 по рисунку. Кромочную в начале ряда снимаем не провязывая. Дальше видим изнаночную, провязываем изнаночной. Лицевая, изнаночная. И так чередуем изнаночную с лицевой до конца ряда. Начиная с 15 ряда мы будем делать убавление на мыске. 15 ряд. Вяжем 22 петли, резинка 1 на 1 до убавки. Кромочную снимаем не провязывая, ее тоже считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Далее будем провязывать убавление с наклоном вправо. Вяжем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. И давайте повесим маркеры, чтобы в последующих рядах больше не приходилось считать. То есть мы всегда будем провязывать убавление перед маркером. Дальше вяжем 9 петель резинкой 1 на 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Тоже повесим маркер перед убавлением. То есть мы будем провязывать убавление перед маркером и после маркера. Сейчас после маркера как раз провязываем убавление с наклоном влево. Петли разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И довязываю 22 петли резинкой 1 на 1 до конца ряда. И кромочную в конце ряда лицевой петлей. 16 изнаночный ряд, на спицах 55 петель. Кромочную снимаем, не провязывая, а остальные петли вяжем по рисунку. Что видим, то и вяжем. 17 ряд, 21 петля вместе с кромочной до убавления, но можно не считать, так как у нас висит маркер. Вяжем резинкой 1 на 1 до последних 2 петель до маркера. Две петли перед маркером, провязываем убавление с наклоном вправо, 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Внутри маркеров вяжем 9 петель резинкой 1 на 1. После маркера провязываем убавление с наклоном влево, петли разворачиваем и провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку и довязываем 21 петлю до конца ряда резинкой 1 на 1. И кромочная лицевой петлей. И дальше давайте провяжем самостоятельно, делая убавление в каждом лицевом ряду перед маркером и после маркера. Вяжем до 30 ряда включительно или пока на спицах не будет 41 петля. Довязала ряды с убавлениями, теперь на спице у меня 41 петля. Больше убавлений мы делать не будем, поэтому маркеры убираю. И следующие 2 ряда, 31 и 32, провязываем без убавления резинкой 1 на 1. Два ряда провязано, 33 ряд, вяжем отверстие для шнурка. Кромочную снимаем, не провязывая, а дальше будем вязать такую комбинацию. Убавление с наклоном влево, петли разворачиваю, провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид. И так 9 раз. Это 1, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5, накид 6, семь,
8 и еще раз. 9. Дальше 3 петли по рисунку, лицевая, изнаночная, лицевая. И теперь провяжем вот так убавление с накидом еще 9 раз, но зеркально этой стороне. Сначала делаем накид, потом провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Это 1, накид, 2 вместе лицевой за переднюю стенку, 2, накид, убавление, 3, накид, убавление, 4, накид, убавление, 5, 6, 7, 8 и еще раз 9 и кромочную в конце ряда лицевой петлей. 34 изнаночный ряд вяжем по рисунку резинкой 1 на 1. Кромочную снимаем, дальше провязываем, что видим, то и провязываем. Накиды провязываем обычный лицевой. Провязали, дальше поменяем цвет нити. Белую оставляем такой длины, чтобы хватило на сшивание белой части. Начиная с 35 по 50 ряд включительно вяжем резинкой 1 на 1 розовой нитью. Кромочную в начале ряда снимаем, не провязывая. И дальше вяжем розовой ниточкой резинкой 1 на 1. Всего нужно провязать резинкой 1 на 1 16 рядов. Свяжите их самостоятельно и возвращайтесь. 16 рядов резинки провязано. Следующие 4 ряда 51, 52, 53, 54 вяжем платочной вязкой. Лицевые петли и с лицевой, и с изнаночной стороны. Кромочную, как раньше, снимаем, не провязывая, а остальные петли вяжем лицевыми. 4 ряда провязано. 55 ряд снова вяжем отверстие для шнурка. Кромочную снимаем, не провязывая. Дальше вяжем точно так же, как и вязали вот тут первое отверстие. Вяжем такую комбинацию: убавление, накид, так 9 раз. Это первый раз. Убавление, накид 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и еще раз убавление, 9 накид. Дальше 3 лицевые петли, 1, 2, 3. И еще раз вяжем эту же комбинацию 9 раз, только уже зеркально на этой стороне. Сначала провязываем накид, а затем убавление. И так 9 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 и еще один раз. 9 и кромочная в конце ряда лицевой петлей. 56 изнаночный ряд, кромочную снимаем, не провязывая, а дальше все петли вяжем лицевыми. Накиды провязываем обычной лицевой. Следующие 3 ряда 57, 58, 59 вяжем платочной вязкой лицевыми петлями и с лицевой и с изнаночной стороны. Кромочную в начале ряда снимаем, не провязывая, а остальные петли вяжем лицевыми. 60 ряд, находимся мы с изнаночной стороны, закрываем петли. Кромочную снимаем, не провязывая, следующую петлю провязываем лицевой и пропускаем через кромочную. Следующую петлю провязываем лицевой и пропускаем через предыдущую петлю. И так закрываем все петли. Кромочную в конце ряда тоже провязываем лицевой и пропускаем через предыдущую петлю. Все, ниточку отрезаем, оставляем небольшой хвостик, чтобы хватило на сшивание розовой части манжета. Остается только сшить пинетку. Сшивать буду иголочкой. Так как мы вязали кромочные в конце ряда лицевой петлей, то у нас образовались с края вот такие узелочки. Как раз за них будем сшивать. Сшивать буду с лицевой стороны. Для начала закрепляю ниточку за только что закрытые петли парой стежков. Петля на одной стороне и петелька на другой стороне. Слишком сильно не стягиваем, чтобы манжет был ровненький. Дошли до белой части и делаем то же самое белой ниточкой. Узелочки от кромочных закончились. Мы перешли к подошве, к сшиванию подошвы. Тут будем сшивать все петли, оставшиеся от наборного края. Подхватываем петельку на одной стороне подошвы и сразу петельку на второй стороне подошвы. Стягиваем. Петелька на одной стороне подошвы, на другой стороне. Стягиваем. И так сшиваем до конца. Хвостик прячем на изнаночной стороне. Шнурок связала обычный, крючком 2,5 мм набрала 100 воздушных петель.
Вводим крючок в отверстие в розовой части и вот тут снизу в это же отверстие на белой части пинетки. И так проходимся по всему манжету. На этом все, пинетки готовы. Если что-то не получилось или что-то было непонятно, напишите, я всегда всем стараюсь помочь. Спасибо за просмотр, ровных вам петелек, всем добра!